Восхождение на крышу Европы, гору Монблан, началось для нас еще летом 2017 года, когда мы с Димоном приняли решение покорить грузинский пятитысячник Казбек. Ту экспедицию организовывал киевский турклуб «Актур». Мы тогда еще понятия не имели, что нас ждет и какой наркотик нам суждено было принять. Мы также не знали, что по статистике одного из британских изданий, при восхождении на Казбек погибает каждый 15-й восходитель. Благо, в составе нашей группы тогда было 14 человек. Нам повезло, и мы встретили много добрых, смелых, хоть и немного странных альпинистов. Также мы убедились в том, что плохие люди в горы не ходят. И вершина позволила себя покорить. Нагуляв как следует аппетит, прикупив неплохой наборчик альпинистского барахла, 16 сентября 2019 года мы встретились в Женеве. И вот как это было. Мы встретились в Женеве. Мы прилетели сюда из разных точек Европы. Сейчас из разных городов. Так совпало. Сейчас мы отправляемся в город, найдем автостанцию, выпьем обязательно утреннего кофе в Швейцарии и отправляемся в Шамани, к подножию, собственно, Монблана, в мекку альпинизма. После обеда в Маке идем по Женеве, и возникла мысль. Интересно, есть ли здесь люди, которые живут плохо? Очень хотелось бы на них посмотреть, потому что, возможно, те люди, которые живут здесь плохо, они живут лучше, чем люди, которые живут в Киеве, ну, скажем, средние, например. Здесь обязательно еще, знаешь, головой так себе. Как Андрюха? Да. А что это у тебя в руках? Это обед. Швейцарский? Ну, уже в Швейцарии. Полдник. Привет. Что там, вкусно? Классно, полдник в детском саду, все ребята на месте. Мы доехали до Шамани. Хочется кое-что сказать. Мы прошлись несколько часов буквально по улочкам Женевы. Мы пообедали. Потом мы сели в автобус. Когда мы подошли на остановку, у водителя было в приложении, в его телефоне отмечены имена пассажиров всех. Билеты мы оплатили онлайн. Возле каждого спаренного сидения была одна розетка и один 5-вольтовый USB-выход. Как же это удобно. Потом мы ехали, наслаждались видами. Маленькие домишки, на крышах многих были солнечные батареи. Я не знаю, кто и когда будет смотреть это видео, но здесь, в сентябре 2019 года, хочется озвучить вот какую мысль. Пока в столице моего государства будут компостировать талончики, а в уборных госучреждений будут разбавлять водой и без того жидкое мыло, у обывателя будет возникать чувство грусти, так или иначе, после посещения таких стран, как Швейцария или Франция. Ну а с погодой нам вообще очень повезло. Мы будем надеяться на удачу на маршруте, на восхождении. Разместившись в кемпе, мы прогулялись по Шамани и решили выспаться после перелета, чтобы уверенно чувствовать себя на следующий день во время первого акклиматизационного выхода.
Сегодня, вторник, решили осуществить первый акклиматизационный выход на высоту 2500 метров. Стартанули позже, чем хотелось бы, но зато мы восстановились и отдохнули как следует после перелета. А тем более у нас есть баллон У нас есть баллон. газовый. Газовый баллон, и мы сейчас, кстати, будем это все дело где-то пробовать, тестировать, обедать в горах. Что скажешь, Дима? Ну вот он, вроде не так далеко. Чуть-чуть осталось. Вот мы и на Говерле. Это вам не Говерло, конечно. Как говаривал один наш близкий человек. А Роме привет. Почти поднялись. Ну вот, дальше некуда. 2525. Следующий день, в среду 18 сентября, мы посвятили второй акклиматизации. На этот раз 3800 метров. Агюль-дю-Миди. Одна из самых высоких канатных дорог в мире. С этой вершины начинается самая длинная горнолыжная трасса общей протяженностью 22 километра. На промежуточной станции 2300 метров, кроме захватывающего дух пейзажа, нас впечатлили любители параглайдинга. В этом мире так много того, чем стоит успеть увлечься. Просто хочу отснять момент этот.
Что такое сервис? Мы на высоте 3800 метров. Ребята построили вот такую штучку для людей. Справедливости ради, следует отметить, что этот день стал переломным в нашем путешествии, так как нами было принято решение отказаться от изначального плана восходить по маршруту 3 вершины в пользу более безопасного, классического. Сегодня четверг, 19 число. Отправляемся сегодня по маршруту. Небо затянуто, но есть надежда, что погода будет хорошей. Мы должны быть здесь в субботу утром. С Богом! Несколько остановок по маршруту автобуса из Шамани до станции Бельвью, 5 минут по канатной дороге, и вот мы уже на высоте почти 1900 метров. Поднялись по канатке с Бельвью. Высота, сколько там, 1900 сейчас, да? 1870, 1900. Вот, и теперь тут еще и трамвайчик есть. Восхождение пока нравится нам. Общественный транспорт, часть из которого бесплатная. Работаем. С крайней точки, куда нас привез общественный транспорт, трамвайчик, на высоту 2300 мы стартуем. Следующая отметка — это Тетрус, базовый лагерь, откуда мы идем на штурм этой ночью. На маршруте вот такие маркеры, ну чтоб не заблудиться. Девочкам нравится. Димон, подскажи, на какой мы высоте сейчас? Идем по приборам? Идем по приборам. 2812. Принято. Перила для девчонок? Вырежешь вот это вот все. И сейчас
Подходи. 2 часа 15 минут, полет нормальный. Мы на высоте 367, Тетрус. Только что зарегистрировались в Basecamp. И этой ночью, а может быть даже утром, учитывая, что погода прекрасная, мы отправляемся на штурм. Как у Мэтта Дэймона в фильме «Марсианин». Помнишь, там, где он выращивал картошку? И пейзаж такой же. Для истории запечатлю вот что. Прибыли в Basecamp. Одна ночь здесь остаться у подножья Монблан стоит 30 евро. Вот так выглядят большие палатки на 8 человек. А теперь мы вам покажем палатку на двоих и что в ней. Значит, вот здесь есть такие столики деревянные. Вот есть тара для оленей, которые забыли взять с собой фляги. Есть специальные тапки. Если вдруг ты пришел без тапок, пожалуйста, тапки. Значит, есть раскладушки. По желанию матрасы. Да, потом одеяло, подушки. Все белое, чистое, чище, чем в холостяцкой квартире. И вот, пожалуйста, значит, матрасы. Это двухспальная палатка. Здесь можно вчетвером, по-моему, вполне комфортно развлекаться. Пить кофе над облаками — это роскошь. Димон, как настроение? Настроение серьезное. Уже не дошло. По тебе видно. Гранд Кулуар. Камера, мотор. Начали. Посветлело. И скорее всего наверху мы встретим рассвет. Да, 7,25. Высота 3,821. Закончилась почти отвесная стена. Вот оттуда мы пришли. Как бы камеру не уронить. Вон внизу видно палатоньки наши. Будильник мы поставили на 4 утра. Сказать, что в морозную ночь не хотелось вылазить из спальника и палатки, это ничего не сказать. В 5 часов 10 минут мы выдвинулись к вершине. Сделав непродолжительную паузу в приюте Гюте, мы надели кошки, ввязались и в 8 часов 30 минут продолжили движение.
Фиксируй, братишка, мы это сделали. Время и высоту. 12:53. 4560, но я думаю, просто Ну вот точно знаешь, что мы на Монблане? А ну глянь, там еще нет вершин выше вокруг? Нету! И не будет! После этого нас ждал долгий, изнуряющий спуск в лагерь. Когда нас спрашивают: парни, а зачем вы это делаете? Почему вы так проводите время? Можно долго рассуждать на эту тему. Можно говорить о местах силы, выходе из зоны комфорта и о том, что мужчина так устроен миллионами лет эволюции. Для него важно бросать самому себе вызов. Для него важен концентрированный вкус победы над самим собой. А можно ответить коротко. Зачем? Почему? Потому что мы смогли. Ты хоть шапку одел? Шапку? Да. Типа, если мама будет смотреть, Ну не расстраивай маму. я покушал. Ну все, засчитано. Мама будет плохо спать, если увидит это видео. Вы что, без страховки? Ой, как там? Видела бы моя первая учительница, чем я сейчас занят? Чем я сейчас занимаюсь? Да. Ставила бы мне Одни пятерки.